Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим обо всем самом интересном в Турции. И сегодня мы поговорим о запретах, о том, чего нельзя делать в Турции, чтобы избежать штрафа. В каждой стране существуют свои запреты. Иногда эти запреты бывают очень неожиданными и, на первый взгляд, абсурдными. Но, тем не менее, запрет есть запрет. Как говорится, незнание закона не освобождает от его исполнения, поэтому, чтобы избежать каких-то неприятных сюрпризов в виде неожиданных штрафов, лучше заранее изучить, что можно и чего нельзя делать в конкретной стране. Сегодня я расскажу вам о самых неожиданных запретах в Турции и штрафах, которые будут ждать за нарушение этих запретов. Турки очень уважительно относятся к собственному флагу и к создателю Турецкой республики Ататюрку. За любое неуважительное обращение с флагом или с турецкими деньгами, на которых изображен Ататюрк, будет ждать тюремное наказание от 6 месяцев до 3 лет. У меня плохие новости для тех, кто любит курить в машине. За курение в машине во время движения вас будет ожидать штраф в размере 205 лир. Точно такой же размер штрафа предусматривается для курения в закрытых помещениях. Будьте осторожны. На первый взгляд это кажется абсурдным. Какое дело, чем я занимаюсь в своей машине? Но в этом есть свой смысл. Однажды мой муж, ведя машину, курил и выставил руку с сигаретой за окно машины. Окурок из его пальцев вылетел и попал ему в рукав. И ему пришлось очень резко, экстренно останавливать машину, чтобы достать из рукава горящий окурок, дымящийся. И если бы движение в это время было насыщенное, более активное, то это могло привести к аварии. Так что, в принципе, этот закон очень даже правильный. Также во время движения нельзя разговаривать по телефону. На турецких дорогах вы не встретите полицейских, так как это принято в Украине или в России, но здесь везде висят камеры наблюдения. И даже если вы считаете, что в данный момент вас никто не видит, то нужно быть осторожным, потому что камеры все четко прослеживают, записывают, и потом штраф может прилететь очень неожиданно. Один раз у меня так случилось, я ехала с работы, я говорила по телефону, и буквально через несколько недель ко мне домой пришел конвертик с посланием. Мне выписали штраф, прислали фотографию, там четко было видно, как я еду на своей машине, номер машины был указан. И было указано, что мне выписывается штраф за пользование телефоном во время движения. Хотя никаких полицейских в это время вокруг не было. В 2021 году штраф за пользование телефоном во время движения будет 314 лир. Любителей походить по дому голышом тоже ждет большое разочарование в Турции. Если ваш дом находится рядом с соседским домом, и из ваших окон соседи могут легко рассмотреть, что происходит у вас в квартире, то хождение голышом по дому может привести тоже к штрафу. Соседи могут пожаловаться в полицию, предоставить факты, такие как фотографии, например, или снять видео. И любителей свободного образа жизни, те, кто не любит сковывать себя одеждой дома, может ждать тюремное наказание от 6 месяцев до года. Там вряд ли получится походить голышом, поэтому нужно быть очень осторожным дома. Либо что-то на себя надевать, либо закрывать шторы. Такое же наказание может ожидать тех, кто любит заниматься любовью с открытыми шторами на виду у своих соседей. Вот турки считаются скованным народом. В Турции не принято показывать свои чувства на публику, на людях. Вот, и, может быть, это даже не зря. Видите, даже законодательство запрещает быть более раскованными. Те, кто будут очень уж открыто показывать свои чувства на людях, да, при своих соседях, могут вот оказаться в тюрьме, к сожалению, в Турции. Так что нужно быть очень осторожным. Но на улицах можно целоваться и обниматься. За это, слава богу, штрафа пока нет. Вот если пописать в публичном месте, то могут возникнуть проблемы. Любителей пописать на свежем воздухе под дерево ждет также тюремное заключение от 3 до 6 месяцев. Такое же заключение будет ожидать любителей мунинга, так называемого, то есть любителей показать свою попу на людях. Так обычно свои эмоции выражают европейцы. Я не думаю, что они знакомы с турецким законодательством, а зря. В Турции эксгибиционистов также ожидает наказание от 6 месяцев до года тюремного заключения за их делишки, так сказать. И я поддерживаю очень сильно такое отношение. Я помню свое детство, оно у меня прошло в Украине. Первый раз мужской орган я увидела именно в детском возрасте нежном.
когда дяденька в белом пальто, так сказать, подкарауливал девочек за углом, идущих в школу, и показывал свои прелести. Это было для меня настоящим шоком. Поэтому я поддерживаю светское законодательство в этом плане. Это здорово, что есть такие законы, которые запрещают это делать. В Турции нельзя распивать спиртное в общественных местах. Я думаю, что не только в Турции, во многих других странах это также запрещено. В Турции за распитие, например, банки пива в общественном месте будет ожидать штраф 109 лир. Но люди как-то приспосабливаются, и, например, когда покупают спиртное в магазине для того, чтобы выпить где-нибудь в парке, на лавочке, бутылку пива ставят в такой черный пакет, чтобы не было видно, что на самом деле находится в этой бутылке, ее содержимое. И таким образом стараются как-то обойти этот закон, но не всегда это работает. Турки-любители мангалов, они обожают их жарить везде, где только можно. Иногда это самые неожиданные места, такие как крыша домов или балкон, например. Вот за это можно получить штраф. За мангал на балконе, например, может прилететь штраф в размере 387 лир. Я помню, лет 10 назад, где-то так, мы жили в многоэтажном доме, там было, если я не ошибаюсь, этажей 16, наверное. У нас был предпоследний этаж. Вот соседи на последнем этаже обожали на балконе, у них был такой открытый балкон довольно большой, жарить мангал. Мы на них никогда не жаловались, конечно, поскольку там сверху уже соседей дальше не было, этот дым никому не мешал. Вот. Но мы требовали такую, так сказать, взяточку, когда они жарили свой мангал, свои котлетки, а мы сидели на своем балконе, мы требовали, чтобы они нам давали часть нажаренного мяска, котлеток, а они спускали нам на вилочке котлеты, наколотые на вилку. Это было очень супер. Когда люди покупают новую мебель, обычно возникает вопрос, что делать со старой мебелью. Вот. Есть разные варианты, можно ее продать на всяких вот сайтах для удержанных вещей, для вторых рук, да, для старых вещей. Можно попросить мебельный магазин, который вам приносит, который делает доставку новой мебели или бытовой техники, да, чтобы они забрали за какую-то дополнительную плату вашу старую технику или мебель. Но если вы вдруг решите выкинуть просто так на улицу эту мебель, за это будет штраф. Такое действие будет расценено как загрязнение окружающей среды, и за это от муниципалитета прилетит штраф 351 лира за загрязнение окружающей среды. В таком случае лучше заранее договориться с местным муниципалитетом, что в такой-то день вы выставите свою мебель на улицу, и они в таком случае организовывают специальную машину, которая проезжает по этой улице и собирает вот в этот определенный день всю старую мебель или технику, которую люди, вот, договорившись заранее, выставляют на улицу. Это выход. Также считается загрязнением окружающей среды езда на старых автомобилях. Владельцы старых автомобилей, осторожно, если ваш автомобиль не прошел техосмотр из-за выхлопных газов, вас будет ждать штраф. Это довольно-таки крупный штраф, 1895 лир, поэтому нужно либо вовремя менять машину, либо все-таки следить за ее состоянием. Кроме того, существует такой штраф за шумовое загрязнение, это довольно-таки крупный штраф, даже больше, чем за выхлопные газы, это 4412 лир, на минуточку, довольно высокий штраф. Мне вот интересно, наш дом выходит окнами на проезжую часть, и очень часто, особенно по ночам, там гоняют мотоциклисты. Они соревнуются друг с другом, и они проносятся с таким жутким, диким ревом. Вот мне интересно, неужели никто их не останавливает? И где вообще правосудие? Почему мы просыпаемся от этого шума на самом-то деле? Видимо, знаете, как в анекдоте. Вот у нас тут ходил анекдот во время карантина, когда нельзя было выходить на улицу. Вот с утра там с 5 утра можно было выходить, а до этого нельзя было выходить. И вот те, кто бегает по утрам, даже шутили на эту тему, а что будет, если я выйду побегать до 5 утра, меня оштрафуют или нет? Вот. Если догонят, да, то оштрафуют. Нужно, чтобы ты бегал достаточно быстро. Вот, видимо, с мотоциклистами та же история. Их, наверное, трудно догнать, поэтому они могут себе позволить гонять с таким шумом и ревом по трассам города.
будя таким образом спокойных, тихих граждан, таких как я. Кроме того, шуметь не разрешается в турецких домах после 10 часов вечера и по воскресеньям. То есть, если у вас гости или если вы делаете ремонт, то будьте осторожны. Также пылесос после 10 часов вечера, все это может привести к штрафу. И штраф тоже довольно-таки немаленький, 1416 лир. Соседи иногда бывают очень-очень-очень придирчивыми. Вот одно время у меня не получалось пылесосить раньше из-за своих обстоятельств, из-за работы, из-за моих личных дел, с ребенком в том числе. И я как-то одно время пылесосила после 10, но это было буквально полчаса, может быть. На меня пожаловалась соседка снизу о том, что они ложатся спать, и мой пылесос им мешает. Пришлось принять меры и все-таки выбирать время в более ранний промежуток времени для пылесоса, для наведения чистоты. Но нельзя пожаловаться на соседских детей, если они шумят до 10 часов. Например, к нам однажды пришли гости с детьми. Да, мы немного пошумели, но это было время до 10 часов, и это был не выходной день, это были будни, один день из будних дней. На нас очень жутко пожаловались соседи. Притом, как с нижнего этажа, так и под ними еще один этаж, о том, что был шум, о том, что потом они, когда спускались по лестнице, не воспользовавшись лифтом, они топали очень громко. Была очень такая неприятная ситуация, если честно. Но как-то я человек не скандальный, я просто испекла кексик, понесла своим соседкам, извинилась за причиненное неудобство, и как-то вопрос закрылся. Но вот была такая ситуация однажды, вот писали об этом даже в газетах, что пришли гости с детьми точно так же, как у нас, такая же история, начали как-то немного пошумели, в общем, и снизу пришел сосед и очень в грубой форме стал жаловаться, стал унижать хозяев квартиры, по словам хозяев квартиры, что это было очень неприятно, и им было неудобно перед гостями. Они подали в суд на своего соседа за причиненный моральный вред, и они этот суд выиграли. В газете не указывалось, какую сумму денег им удалось получить со своих соседей, но есть такой вариант. Я не знаю, кто им пользуется, кто-то не пользуется, я не знаю. Я бы, наверное, не стала ни на кого подавать в суд все-таки, потому что потом еще жить с этими соседями не один год. Да, как говорят в Турции, не купи квартиру, купи соседа. Вот, лучше все-таки, как мне кажется, испечь какой-нибудь кексик, отнести соседке и как-то мирно попытаться закрыть этот вопрос. Но всякое бывает. В общем, есть в Турции и такой вариант. Я надеюсь, это видео вам было полезным и интересным. Для тех, кто собирается переехать в Турцию на какое-то время, я думаю, эта информация будет полезной. Кто предупрежден, тот вооружен. Не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. Я вас всех обнимаю, желаю удачи, желаю, чтобы вы получали только хорошие известия и никакие штрафы не прилетали к вам в конвертах. Спасибо, что вы были со мной в этом видео. До скорых встреч в новых выпусках. Пока!